Ты здесь не случайно. Это видео, этот голос, этот самый момент – это не случайно. Вы не прокручиваете жизнь и не натыкаетесь на это случайно. Вас вызвали, твой дух взывал, и теперь небеса ответили. Послушай меня, дитя, это прямой призыв Бога к вашей душе, не твоей логике, не твоим эмоциям, а вечному семени, которое я посеял в тебе еще до твоего рождения. Тебя перехватывают посреди поля боя, которое ты не можешь полностью увидеть. Идет война. Невидимая духовная война, которая бушевала задолго до сегодняшнего дня. Речь идет не только о ваших деньгах, здоровье или мире, но и о вашей цели. Речь идет о судьбачте, я закодировал в твоем духе прежде создания земли. Враг увидел знак завета моего на твою жизнь, и он в ярости. Идет безмолвная борьба за твои мысли, твое время, твои желания. Вот почему смятение усилилось. Вот почему покой кажется далеким воспоминанием. Вот почему в последнее время ты чувствуешь застрявший, духовно застывший между тем, кем вы были, и тем, кем вы призваны быть. Но услышь меня ясно сейчас, я не для того привел тебя так далеко, чтобы покинуть. Я не для того провел тебя через долину, чтобы бросить на краю прорыва. Увидимся, я видел слезу, скатившуюся по твоему лицу, когда рядом никого не было. Я слышал молитву, которую ты так и не закончил, потому что на сердце было слишком тяжело говорить. Я смотрел, как ты лежишь в постели, уставившись в потолок, и думал, слушаю ли я все еще, и я был. Это не страх. Это пробуждение. Вас вызывают не потому, что вы в опасности, а потому, что есть вокруг вас формируется ловушка, духовная паутина, плетущаяся безмолвно, намеревается лишить вас времени, надежды и призвания. Враг не пытается вас запугать, он пытается парализовать вас. Чтобы удержать вас просто достаточно живой, чтобы функционировать, но слишком онемели, чтобы расти. Держать вас в рутине, которая маскируется под норму, но на самом деле является клетками страха, финансовой нехватки, эмоциональной боли и духовного сна. Теперь ты в Доме Божьем. Но теперь я пришел прервать этот сон, это божественное вмешательство. Вам не нужна еще одна проповедь, вам нужно избавление, вам не нужен лишний шум, вам нужна ясность. И вот почему вы должны оставайтесь со мной до конца этого послания. То, что вы услышите в ближайшие несколько минут, откроет вам истину, которая изменит ваше понимание войны, разворачивающейся вокруг вашей жизни. Следующие 60 минут могут содержать ключ, это меняет всю вашу атмосферу. Но я могу показать вам только то, что вы готовы. Оставайся. Не отвлекайся. Не позволяй отвлечению победить. Не позволяй врагу украсть это урожай, прежде чем оно укоренится в вашем сердце. Потому что это послание — священное оружие, и это даруется тебе тайно, с любовью, в божественное время. Тебе не нужно быть достойным этого. Ты уже избран. Не из-за того, что ты сделал, а из-за того, кем я являюсь. Чувствуете, правда? Это напряжение в вашем духе сейчас не тревога, а подтверждение, это Святой Дух, разжигающий угли чего-то, что умирало в тебе. Ощущение, что на карту поставлено нечто святое. И это действительно так. Потому что ваше наследство на тебя нападают. Но я не позволю врагу победить, пока ты еще слушаешь, пока твое сердце еще открыто. Так что оставайтесь. Не просто смотрите, получать. В следующей части сообщения вы узнаете, почему атаки участились, почему задержки стали длиннее, и что враг знает о вашем будущем, чего вы еще не успели увидеть. Да, есть секрет, и если ты останешься до конца, я это разоблачу. Но сначала позвольте мне показать вам связь между нищетой, которую вы терпите, и духовной тюрьмой, которая образовалась вокруг вас. Она глубже, чем вы думаете. И она вот-вот будет разрушена.
Господь плакал о тебе. Не потому, что Он был бессилен. Не потому, что Он был далек или смущен твоими решениями, Он плакал, потому что Он пилоты, потому что Он чувствует боль, о которой ты перестал говорить. Он плакал над твоим измученным сердцем, над цепями финансовой нищеты, так крепко сжимавшими твою надежду, что ты стал называть это нормальным. Он плакал над твоими безмольными страданиями, тем несчастьем, которое не кричит вслух, но пробирает до костей, как зима. Он плакал не от слабости, а от любви такой глубокой, что она причиняет боль с каждым вздохом, полным печали. Да, Бог плачет за свой народ, особенно когда они больше не осознают, насколько низко они пали, отстав от славы, для которой были рождены. Он плачет за каждый миг, когда вы поверили лжи о том, что вас забыли. За каждый раз, когда вы протягивали руки к небесам в молитве и чувствовали, что ничто не коснулось вас в ответ. Он плачет не потому, что сомневается в вашем восхождении, а потому, что знает тьму, которая пытается держать вас подавленным. Мой возлюбленный, почему вы терпите бедность? Не только финансовая бедность, но и духовная сухость, эмоциональный голод, ментальная опустошенность. Кто сказал тебе, что это все? Кто нашептал твоей душе, что разбитость, твое постоянное пристанище, эта ложь не пришла с небес, так и системы этого мира приучили вас ожидать ровно столько, чтобы выжить, но Бог всегда хотел, чтобы вы процветали, и все же, даже когда ты сомневался, даже когда ты отвернулся, Он никогда не отступал, Его рука была на тебе в тишине. В потерях, в упущенных возможностях, в работе, которая ускользнула из твоих рук, в неоплаченном счете, который не давал тебе спать по ночам, Он был там. Позвольте мне спросить вас об этом, когда выживание стало вашим пределом, когда вы начали верить, что изнеможение, переработка и низкая оплата – это просто часть жизни. Можете ли вы вспомнить момент, когда вы перестали ожидать боли? Было ли это уведомление о выселении? Комиссия за овердрафт? Обанкротившийся бизнес? Болезнь, опустошившая ваши последние сбережения? Или, может быть, дело было в чем-то более тонком, в том, как никто не верил в ваши мечты, как люди отвергали ваши планы, пока вы сами не начали отвергать их. Враг не всегда появляется с рогами и огнем. Иногда он появляется в костюме безнадежности, иногда он маскируется под задержку, разочарование, сорванные сроки, навязчивые мысли, которые говорят: какой смысл вообще пытаться? Но послушайте внимательно, бедность – не твой удел, несчастье, не твое наследство. Нехватка – не твоя сущность, ты не был создан для того, чтобы просить то, что я уже тебе обещал. Ты не был создан в утробе матери, чтобы жить от зарплаты до зарплаты. Ты не был соткан божественными руками, чтобы увянуть под тяжестью невидимых цепей. Ты – сосуд славы, и я плачу о том, как далеко ты отошел от этой истины. Я не осуждаю тебя. Я призываю тебя. Я предупреждаю тебя не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы разбудить тебя, потому что, если ты не проснешься, ловушка затянется еще сильнее. Шаблоны затвердеют. И враг продолжит красть твои дни, твой покой и твою силу. Скажи мне честно, дитя мое, ты принял фальшивую версию жизни, потому что слишком устал бороться за настоящую. Ты принял выживание за успех. Твоя душа оцепенела там, где раньше горела священным огнем. Когда ты в последний раз испытывал божественную радость, не быстрый всплеск дофамина от отвлечений, а ту радость, которая держит тебя даже в бурю. Вот почему небеса говорят с тобой прямо сейчас, вот почему это сообщение нашло вас именно сейчас, Бог прорывается сквозь тишину, потому что время не терпит. Потому что ваше следующее решение может открыть или отсрочить прорыв целого поколения. Да, ваша жизнь такова, критический, речь идет не только о вас, речь идет о том, что заперто внутри вас. Родословная.
жатва, помазание, задание, которое ждет вас, чтобы подняться над туманом отчаяния и слушать. И я знаю, что некоторые из вас уже мысленно сопротивляются этому. И если бы Бог действительно заботился, почему Он позволил бы мне так страдать? Но в этом-то и заключается ловушка, вера в то, что боль равнозначна покинутости, но это не так. Боль часто становится почвой для преображения. И Бог не оставил тебя в боли. Он насадил путь через это. Но вам придется перестать игнорировать Его голос. Вам нужно перестать отвлекаться и отвлекаться, пропуская то самое слово, которое должно вас освободить. Вот почему я призываю вас, если это сейчас доходит до вашего сердца, не просто чувствуйте, реагируйте, пусть это будет момент, когда вы сделаете что-то новое. Когда вы стряхнете с себя туман и сделаете шаг навстречу своей судьбе. Пусть ваша вера поднимайся, как дыхание, возвращающееся к сухим костям. Поставьте лайк этому видео, пауза и нравится это видео прямо сейчас. Не потому, что оно мне льстит, а потому, что оно рассказывает об алгоритме этого мира. Послание небес уже здесь, и каждый лайк, каждый репост становится цифровым заявлением. Я верю в эту истину и больше не буду молчать об этом. Это не просто контент. Это завет. Это священно. Это срочно. Небеса взывают к вашему согласию. Что-то сейчас прорывается наружу, не только вокруг вас, но и внутри вас. Сотрясение. Волнение. Божественное противостояние духу нищеты, которая слишком долго лежала за столом твоей жизни. Та нищета, что говорила тебе «замолчи». Та нищета, что шептала «оставайся маленькой». Тот стыд, что говорил «не проси большего». Но я говорю, просите смело. Ожидайте смело. Верьте беззаветно, потому что твой Бог не закончил с тобой. И Он достаточно долго оплакивал тебя. Теперь Он воюющий для тебя. Надежда еще есть. Но ты должен поддаться. Потому что то, что я открою дальше, разоблачит почему ваше благословение кажется отложенным, и древняя тайна вашего финансового плена. Да, и это еще не все. Скрытая закономерность, которая прошла через поколения и заканчивается и тобой, так что оставайтесь. Проклятие вот-вот будет названо. И когда это случится, у вас будет сила сломать его. Духовное беспокойство окружает ваш дом. Дрожь в невидимом мире. Движение тьмы, расхаживающий взад и вперед, высматривающий и выжидающий слабость, брешь, пролом в стене вашей жизни. И это не случайно. Эта тьма изучает ваши привычки, ваше молчание, ваше разочарование. Она анализирует ваши привычки, следит за тем, кого вы подпускаете к своему духу, наблюдает, кому вы продолжаете доверять даже после того, как Бог прошептал «будь осторожен». Да, любимый есть нарушение, и враг пытается проникнуть через него. Не с явным насилием, не с рогом и воем, а знакомые голоса, утешительная ложь и тихий обман. С тем другом, который говорит тебе добро в лицо, но сеет смятение за твоей спиной. С этими отношениями, которые кажутся хорошими, но постоянно уводят тебя от молитвы. С отвлечением, которое говорит «ты заслуживаешь отдыха», убаюкивая ваш дух. Сейчас не время для наивности. Сейчас не время для легкомысленной веры. Бог бьет тревогу, и Он спрашивает, будете ли вы охранять врата своей жизни, или продолжите притворяться, что не слышите стука врага в дверь? Оглянись вокруг, дитя. Не физическими глазами, а духом. Разве ты не замечаешь напряжения? Перемены настроения. Как тебе не по себе в собственном пространстве? Это не просто эмоции. Это духовная война. Что-то кружит.
Но небеса не молчат, небеса уже сделали шаг в вашу пользу, вокруг вас выстроились могучие воины. Ангелы стояли с обнаженными мечами, готовые к битве. Но требуется выравнивание, Божья защита направлена на послушание. Невозможно ходить в полном завете, живя одной ногой в компромиссе. Чтобы понять этот момент, мы должны вернуться на старый путь, к чуду, погребенному на древних страницах Священного Писания. Помните историю пророка Елисея и Санамитянки? Чудо произошло не благодаря богатству или отчаянию, а благодаря развлечению и выравниванию. Санамитянка увидела в Елисее нечто святое. Она сказала мужу: «Это святой человек Божий», и она освободила ему место. В буквальном смысле. Она создала в своем доме пространство, где мог пребывать Бог. И из-за нечувствительности к духу произошло чудо. У нее не было ребенка, утроба ее молчала годами. Но пророк, тронутый ее верой, возвестил слово с небес: «Примерно в это же время в следующем году у тебя родится сын». И было так, бесплодная стала плодовитой. Пустая утроба стала местом божественное наследие, видите? Ее прорыв был связан не только с нуждой, но и с духовным состоянием. Она создала пространство для Бога, а Бог создал для нее наследие. Теперь позвольте мне спросить вас, оставил ли ты мне место в своем доме? Я не имею в виду комнату с христианским декором или полку с пыльной Библией. Я имею в виду, осветили ли вы свой дом как святилище истины? Или он стал местом скопления хаоса и фальшивого покоя? Кому вы позволили говорить в вашем пространстве? Какой музыке, каким словам, какому поведению вы позволили укорениться? Потому что иногда именно то, что вы позволяете себе чувствовать утешение, это дверь, через которую проклятие входит. Дитя мое, слушай внимательно. Атака произойдет не оттуда. Откуда вы ожидаете, это будет не враг, которого вы уже ненавидите. Это будет человек, которому вы постоянно ищете оправдания. Это будет голос, который покажется вам знакомым. Друг, который, кажется, всегда рядом. Но всегда оставляет вас с чувством духовного опустошения. Это будет поведение, которое вы считали безобидным. Сделка, которая выглядела хорошо на бумаге, но так и не пришлась вам по душе. Бог предупреждает вас: брешь не широкая, а едва заметная. И если ее не закрыть, враг войдет метко. Подобно тому, как змей в Эдеме не нападал силой, а использовал внушение. Он искажал истину, сеял сомнения и ждал ответа Евы. Именно так начинается большинство духовных ловушек не со взрывов, а с вопросов: неужели Бог действительно сказал? Цель – изменить ваше мировоззрение, притупить ваши чувства, заставить вас усомниться в границах, установленных Богом. И как только ваше согласие изменится, дверь откроется. Но вот в чем красота божественного милосердия. Бог всегда предупреждает перед разрушением, так Он – Отец, который плачет, прежде чем наказать. Он – пастырь, который кричит, прежде чем придут волки. Он не пытается вас напугать. Он пытается спасти тебя. Это сообщение не является наказанием. Это спасать, но вы должны отнестись к этому серьезно. Потому что Он видит то, чего не видишь ты. Он видит ночной разговор, который ты считал невинным, но который терзает твою душу. Он видит тайные мысли, которые ты лелеешь. Он знает об электронном письме, на которое ты еще не ответил. Он знает, и он плачет, потому что он понимает, что может случиться, если ты не слушаешь. Санамитянка обрела чудо, потому что познала святость и воздала ей почести. Вы тоже призваны осознать святость среди хаоса. Перестроить свой дом, свой настоящий дом и свое духовное сердце, снова освободите место. Очистите пространство. Отбросьте компромисс. Проанализируйте свою душу. Спросите себя: я потерял бдительность? Вы все еще молитесь о своем доме.
Вы все еще помазываете косяки дверей. Вы все еще вдыхаете жизнь в свой дом или позволяете молчанию занять место хвалы? Питают ли ваши отношения ваш дух, или они питают ваши страхи и фантазии? Приближают ли ваши привычки небеса, или дают врагу законный доступ к вам? Это не маленькие вопросы. Это вечные вопросы. Потому что в каждом поколении Бог ищет тех, кто станет в проломе, кто закроет брешь, кто скажет «не в моем доме», это ваше приглашение стать таким человеком. Помните второе испытание санамитянки. Когда чудо-ребенок вырос, он внезапно заболел и умер. Представьте себе опустошение. Само обещание, данное Богом, было исполнено. Но она не приняла смерть как нечто окончательное. Она положила своего мертвого сына на ложе пророка на то самое место, которое она приготовила с верой, и побежала обратно к Елисею. Она вновь обратилась к источнику обещания. И Бог воскресил мальчика. Ты слышишь меня, возлюбленный? Даже если обещание кажется умершим, даже если благословение кажется отложенным или украденным, есть сила воскрешения в соответствии. Но воскресение произошло только потому, что это место все еще было святым, она не положила сына в гостевую комнату или на диван. Она поместила его в освященная палата, это пространство было ключом. Именно ее послушание в прошлом открыло место для возрождения в будущем. Поэтому я спрошу еще раз, выровнен ли ваш дом, готово ли ваше сердце? Действительно ли ваша дружба от Бога, или она служит удобным местом для отвлечения внимания и распада? Молитесь ли вы по привычке или охраняете свою территорию огнем и благоговением? Вы вообще верите, что за вами наблюдает враг, или вас усыпила духовная пассивность? Это предупреждение. Но это также и надежда. Потому что ты не один. Ты не брошен, небеса не оставили тебя, ангелы назначены. Ресурсы подготовлены. Благосклонность накоплена. Но ваше согласие – это активатор. Ваш вера – это ключ, который открывает крышку. Бог плачет о том, что может произойти, если вы не слушаете, но Он также радуется о том, что произойдет, если вы слушаете. Итак, отнеситесь к следующему моменту серьезно. Размышляйте. Раскаивайтесь. Восстанавливайте. Не оправдывайте разрушение, запечатая его, не терпите то, что Бог пытается устранить, потому что именно там, где вы теряете бдительность, враг планирует проникнуть туда, но это не обязательно должно закончиться именно так. Ты можешь закрыть врата. Ты можешь очистить свое пространство. Ты можешь прервать задание до того, как оно проявится. И когда ты это сделаешь, то, что враг планировал использовать против тебя, Бог станет твоим следующим чудом. В следующей части я раскрою, как выглядит это чудо, не только в теории, но и в преобразовании ваших финансов, отношений и духовного состояния. Но сначала заделать брешь, потому что возрождение начинается там, где заканчивается обман. И ваш прорыв начинается в тот момент, когда вы осознаете, битва реальна, но такова и победа. Окружающая вас обстановка изменилась, и нет, вам это не кажется. Это внутреннее беспокойство, беспокойство в доме, тяжесть, которая давит даже в моменты, которые должны были бы быть мирными, это не совпадение. Это божественное движение, небеса не просто наблюдают за вашей ситуацией. Небеса сейчас, вмешиваясь к отношения, которые раньше придавали вам сил, теперь истощают вас. Разговоры, которые вы когда-то любили, кажутся пресными и пустыми. Место, где вы когда-то чувствовали себя в безопасности, теперь кажутся незнакомыми. То, что когда-то было миром, превратилось в тихое угнетение, это не нападение, это очищение. Видите ли, когда Бог готовит человека к благословению, Он не начинает с даяния. Он начинает с обрезка, а для тех, кто не способен распознать божественную стратегию,
обрезка воспринимается как потеря, но вы здесь не для того, чтобы оплакивать сезон, который должен быть похоронен. Вы здесь, чтобы распознать руку Божью в каждой помехе, в каждой задержке, в каждом «нет», которое вы не поняли в тот момент. Он не удаляет то, что причинит вам боль. Он удаляет то, что причинит вам боль, раскрыть тебя, чтобы вызволить тебя из среды фальшивых. Чтобы осветить тебя во времена, когда слиться с ними означало бы погубить свою судьбу. Позвольте мне задать вам кое-что личное. Вы заметили, как тихо стало в последнее время, не только в уведомлениях телефона, но и в душе, в духе. Чувствовали ли вы тишину там, где раньше жил шум? Одиночество, где раньше толпились люди? Это не заброшенность. Это не отверженность, это и есть освящение, поскольку Бог не может благословить настоящий ты в среде, которая распознает только исполня вас, и вот Он начинает удалять. Сначала мягко, потом с силой, пока все, что не соответствует вашему вечное задание, начинает отпадать. Вы думали, что это просто люди, которые вас преследуют. Но на самом деле это было «Да хранят тебя небеса». Вы думали, что замедление бизнеса означает провал, но это была божественная пауза, призванная защитить вас от партнерства с неподходящим инвестором. Вы думали, что закрытая дверь означает, что вы упустили свой шанс, но на самом деле эта дверь вела к духовному компромиссу. И поэтому, по своей милости, Бог вмешался. Это та часть, о которой большинство людей не говорят. Одинокая часть божественного возвышения. Тихий период между обещанием и исполнением. Когда Бог начинает менять вашу жизнь, это часто ощущается как отнятие. Как будто Он забирает больше, чем дает. Но это только потому, что ваш дух все еще очищается от ложный мир. От отношений, которые казались поддержкой, но на самом деле тайно вытягивали из вас помазание. От окружения, которое превозносило ваши таланты, но отвергало ваше призвание. Господь разоблачает это время божественного разделения, и да, это означает, что некоторые люди уйдут. Но, что еще важнее, это означает, что некоторые люди будут удаленные, те, кто не ценит твой рост. Те, кто любил лишь ту версию тебя, которая оставалась маленькой. Те, кто радовался твоей слабости, но содрогнулся от твоей силы. Время года изменилось, и вместе с ним и твой круг должен сместиться. Это моральная дилемма, теперь перед вами вопрос: будете ли вы оплакивать то, что Бог отнял? Или же вы будете двигаться вперед в то, что Он строит? Вернетесь ли вы к привычному из страха одиночества, или будете стоять в очищающем огне, пока Он не сделает вас золотом? Вы не можете нести старое с собой в новое наследство. Благословение требует точенный сосуд, не идеальное, но с осанкой. Не безупречное, на выровненное. Посмотрите на контраст. Бог предлагает вам избыток, но ты продолжаешь развлекать людей, которые говорят в дефиците. Он втягивает тебя в богатство, но ты остаешься в окружении умов, помешанных на выживании. Он учит тебя молиться огнем, но ты все еще шепчешь в уши, которые не слышат и ваш язык веры. Как долго вы будете балансировать между двумя мирами, царство света и культура тьмы, дух прорыва и дух компромисса? Как долго вы будете пытаться принадлежать и к тому, и к другому? Вот почему тряска ощущается так сильно. Потому что происходящее вокруг – это не наказание, это позиционирование, и вам необходимо выбрать свое мировоззрение. Если вы хотите получить уготованное благословение, если вы хотите пройти через открытую дверь божественного богатства, здоровья и мира, вы должны быть готовы закрыть все двери, ведущие назад. Бог не может наполнить сосуд, который все еще протекает из открытых ран и ложных связей. Он должен запечатывать тебя, и для этого Он должен сначала изолировать вас. Боль этого периода не беспричинна. Тишина не пуста, она священна.
Ваши слезы не напрасны. Они смывают остатки манипуляции, контроля, эмоциональной зависимости и духовной лени. Вас готовят к трансформации для чего-то больше, чем деньги, больше, чем аплодисменты, больше, чем признание, вас готовят к переносу славы. Теперь позвольте мне поделиться некоторыми привилегированными знаниями, секрет, который враг надеется, что вы никогда не раскроете, и величайшие благословения в вашей жизни придут не тогда, когда вы почувствуете себя готовыми. Они придут, когда вы будете послушны к послушанию, это ключ освободить. Не комфорт. Неудобство послушания, а послушание всегда требует жертв. Жертвовать своей гордостью. Жертвовать желанием объясняться с людьми, которые больше не участвуют в вашем пути. Жертвовать фантазией о том, что вы сможете сделать всех счастливыми, одновременно продвигаясь к своей цели. И вот контраст, который может вас потрясти. Те, кто когда-то аплодировал вам, могут проклинать вас, когда вы вознесетесь. Те, кто утверждал, что любил вас, могут возмущаться светом, который теперь сияет внутри вас. Но помните, Бог не жесток, Он расчетлив. Он знает, кто не сможет справиться с вашим следующим уровнем. Он знает, чьи слова ослабят вашу веру. Он знает, чья ревность перерастет в саботаж. И поэтому Он разделяет. Не для того, чтобы наказать их, а чтобы сохранить тебя. Но теперь возникает вопрос, что вам нужно изменить? Что должно измениться в вашей повседневной жизни, чтобы соответствовать тяжести грядущего благословения? Какие привычки должны исчезнуть? Какие молитвы должны возродиться? Какие компромиссы должны быть исповеданы и искоренены на корню? Потому что благословение не может покоиться там, где живет обман, и вы не сможете обладать всей полнотой власти, живя в полуправде. Бог призывает тебе чистота окружающей среды, обустраивать свое пространство как храм. Говорить только то, что созидает. Слышать только то, что питает. Согласовывать свое время, отношения и мысли с небесные узоры. Потому что вы не просто надеетесь на чудо, вы готовы носить его. Вы не просто молитесь о богатстве, вас приглашают в завет изобилия. Но у этого завета есть язык. У него есть культура. У него есть цена. Вы понимаете цену того, о чем вы просите, цена покоя, отстранение от драмы. Цена судьбы, отстранение от отвлекающих факторов. Цена чудес, смерть манипуляции. Готовы ли вы ее заплатить? Потому что позвольте мне сказать вам следующее. Наследство реально, жатва ближе, чем вы думаете. Но небеса не даруют благословения тем, кто не может их защитить. Вы должны стать хранитель славы, защитник истины. Непробиваемый сосуд. Итак, вот тебе наставление, оцени все. Очисти свое пространство. Отсеки все ложное. Храни свое сердце бдительно, говори жизнь. Живи чисто. Ходи свято, сдвиг уже начался. Изоляция – дар. Потери – защита. Тишина – ваше убежище. И когда вы присоединитесь к этому божественному очищению, вы начнете замечать, как благословение течет неожиданным образом. Деньги поступают из странных источников. Здоровье восстанавливается посреди стресса. Связи возникают из ниоткуда. Возможности, которых когда-то не хватало, теперь открываются вновь. Потому что атмосфера вокруг вас меняется, и на этот раз вы находитесь в согласии с небесами. Оставайтесь рядом, потому что дальше следует самое священное – само благословение. Награда за ваше очищение. Ответ на ваше послушание вы увидите, что Бог готовил в тишине, и ты больше никогда не проклянешь боль, которая сделала тебя святым. Вас не уничтожают,
вас перестраивают. Вас не бросают, вас выбраны, и да, это кажется незнакомым, неудобным, порой даже пугающим, но этот дискомфорт – лишь доказательство того, что внутри вас меняется что-то священное, как Бог разрушает старые структуры не для того, чтобы оставить вас беззащитным, а чтобы создать пространство для чего-то вечный, фундамент, который невозможно поколебать, жизнь, построенная уже не на песке, а на незыблемый камень. Видите ли, привычки, за которые вы цеплялись, союзы, которым вы когда-то доверяли, мысли, которые вы повторяли в своей голове изо дня в день, словно заезженная пластинка, они не были посажены небесами. Они были, загрязняя ваши корни, и теперь, по его милости, Бог копает глубоко, и Он искореняет то, что вы называли нормой, и показывает, что это на самом деле искажение. Он очищает почву вашего сердца не потому, что Он злится, а потому, что Он хочет, чтобы вы, весь Он хочет, чтобы вы преуспели в избыток, не выжить в циклах задержек. Но вот правда, от которой многие бегут, самая большая война происходит не вокруг тебя. Она внутри тебя точка смятения. Внутреннее перетягивание каната. Страх сдаться. Напряжение между доверием Богу и верностью собственным планам. Вот где настоящее поле битвы. Не в вашем банковском счете, не в ваших отношениях, а в ваших внутреннее согласие, и прямо сейчас небеса спрашивают, откажетесь ли вы не только от своей боли, но и от своих шаблонов поведения. Не неуверенность, которую вы чувствуете, это дрожь в вашей душе, это чувство недостаточности, не доказательство неудачи. Это индикатор. Оно открывает те области вашей жизни, которые вы еще не отдали Ему. Этот тайный страх быть нелюбимым, это стремление произвести впечатление, это жажда быть увиденным, все это указывает на пустоту, только Бог может наполнить, и Он не просит представления. Он просит разрешения, «Впусти меня», Он говорит, «Позвольте мне перестроить вас изнутри». Да, ты пытался. Ты замаскировал боль достижениями. Ты заглушил пустоту суетой. Ты прикрыл травму одеяниями гордости. Но твоя душа все еще болит, не так ли? Это не слабость. Это божественная чувствительность. Эта боль священна, это звук духа, зовущего тебя обратно к тому, кто тебя сотворил. Бог здесь не для того, чтобы осудить тебя. Он здесь, чтобы искупить каждый осколок, вы не безнадежны. Вы – избранный сосуд, вы были созданы намеренно, созданы для славы и наделены вечным потенциалом, ты не забыт, о тебе помнят небеса. Прямо сейчас божественные благословения высвобождаются. Благословения, которые могут покоиться только на почве самоотречения, обещания, которые не могут быть реализованы, пока не будут снесены старые леса, то, что, как вы думали, вас сдерживала ваша собственная сила, ваша собственная стратегия, ваши собственные временные рамки, Бог заменяет это чем-то гораздо более сильным – Его присутствие. И когда Его присутствие берет верх, невозможное становится неизбежным. Вы начнете чувствовать перемену. Она проявится не громом или каким-то спектаклем, а едва заметными знаками, ясностью по утрам, спокойствием посреди стресса, новыми мыслями там, где раньше говорил страх. Это не совпадение, это первые плоды вашего урожая, первые признаки приближения небес и закладки нового фундамента. Вы вступаете в священное наследие, не заработано трудом, но отпущено самоотдачей. Пришло время отпустить иллюзии, что нужно все исправить, прежде чем прийти к Нему. Вам не нужно ничего доказывать. Вам не нужно защищать свою боль. Вам нужно лишь приходить. Ибо тот, кто создал тебя во тьме, теперь зовет тебя к свету. И Он провозглашает: это твое новое начало. Да, возлюбленные, это не конец. Это поворотный момент. Момент, когда меняется ход событий. Момент,
когда стены Иерихона в вашей жизни начинают рушиться. И точно так же, как Он сделал с Израилем после пустыни, Бог говорит вам: «Ты достаточно долго скитался. Ты достаточно долго скорбел. Ты достаточно долго нес на себе позор. Теперь ступай на землю, которую я тебе обещал». Но послушайте это, благословение свято, к нему не прикоснуться рукам, все еще цепляющимся за идолов. К нему не приблизиться сердцу, все еще преданному миру. «Освети себя, говорит Господь. Потому что грядущее слишком свято, чтобы идти на компромисс. То, что я создаю в тебе, будет существовать в поколениях. То, что я высвобождаю в твою жизнь, отзовется эхом в вечности. Но твои «да» — это ключ. Ваш «сдаваться» — это ворота. Как выглядит эта капитуляция? Это похоже на освобождение от контроля. Это похоже на удаление числа, которое постоянно вас искушает. Это похоже на изменение своего окружения, очищение пространства, успокоение разума и позволение Слову Божьему снова укорениться. Это похоже на доверие Его процессу, даже когда это больно, даже когда вы чего-то не понимаете. Это похоже на вера, сырой и настоящей. И я вам это обещаю, если вы скажете Ему «да», истинное «да», ничто уже не будет прежним, вы начнете пользоваться необъяснимыми преимуществами. Двери будут открываться без усилий. Ресурсы появятся из неожиданных источников. Отношения восстановятся или станут лучше, мир вернется, как наводнение, и тот же голос, который когда-то потряс вас предостережениями, теперь утешит вас обещанием «Я с тобою». «Я никогда тебя не оставлю». Это «Мое дело» и есть дивно в очах твоих. Вы увидите чудеса. Вы познаете изобилие не только в деньгах, но и во времени, мире, энергии, творчестве. Вы снова будете мечтать. Вы снова будете смеяться. Вы снова будете просыпаться с целью. И вам больше не нужно будет притворяться. Наконец-то ты будешь целым. Так что вдохните это, вы благословенны. Не когда-нибудь. Не если все будет идеально. А сейчас. Здесь. В этот самый момент самоотречения. Ты благословлен не тем, что имеешь, а тем, кому принадлежишь. Ты принадлежишь тому, кто никогда не подводит, тот, кто плачет, когда ты страдаешь, и радуется, когда ты поднимаешься. Тот, кто провел тебя сквозь огонь и теперь венчает тебя после него. Вы не начинаете все заново, вы восстанавливаетесь. И на этот раз фундамент не треснет. На этот раз радость не исчезнет. На этот раз богатство не исчезнет в одночасье. На этот раз дружба будет чистой. На этот раз бизнес будет развиваться, цель, потому что на этот раз Бог – архитектор. Сейчас, когда мы приближаемся к последним мгновениям этого священного времени, проведенного вместе, я прошу вас от всего сердца, оставьте комментарий ниже. Не просто слушайте и уходите. Оставьте свидетельство. Оставьте заявление. Напишите «Я сдаюсь» или «Мой фундамент восстанавливается» или даже просто «Аминь». Потому что когда вы комментируете, вы подтверждаете свое соответствие. Вы говорите в атмосферу. Вы активируете благословение. Ваше чудо уже началось. Не молчите в момент прорыва. Небеса ждут вашего согласия. Ангелы движутся на звук вашего голоса. Провозгласите это. Примите это. Идите в этом. И прежде всего помните следующее. Ты не тот, кем был, так и ты преображаешься. Старое прошло. Новое пришло. И ваше благословение не придет, оно уже здесь. Отче, в этот священный момент мы приходим к Тебе не с притворством, а с открытым сердцем.
Мы приходим не только в поисках облегчения, но и готовы к реконструкции. Господи, Ты не только наш целитель, Ты наш архитектор, наш очиститель, наш избавитель и творец нашей судьбы. Ты тот, кто видит не только пережитую нами боль, но и цель, которую Ты вложил в нее. И мы благодарим Тебя за то, что Твое желание не залечить наши раны, но преобразовать все наше существо, чтобы превратить нас в инструменты вечной славы. Твое слово говорит в Римлянам 12:2: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Господи, это наш крик преобразить нас, не позволяя нам быть сформированными страхом, мнением или травмой. Обнови наш разум, где когда-то жила ложь. Очисти нашу личность, где другие проецировали стыд. Перестрой нас в соответствии с ваш план, не наше исполнение, не их восприятие. Мы вспоминаем женщину-санамитянку, как она приготовила комнату еще до того, как получила обещанное. Как она освободила место для Тебя, Господи, и Ты ответил божественной наградой. Давайте сделаем то же самое. Давайте созидать внутри тихие комнаты веры, алтари самоотречения, святилище послушания до благословения проявляется. Не будем требовать чудес, все еще отрицая Твое господство. Вместо этого научи нас готовиться тайно, чтобы Ты мог вознаградить открыто. Боже, Ты напомнил нам в 1 Петра 1:7, что испытание нашей веры, которое оказывается драгоценнее золота, хотя бы и огнем испытываемого, да послужит к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Господь, теперь мы видим. Огонь не должен был сжечь нас, он должен был кузнеца нас. Дискомфорт был не задержкой, а подготовкой. Период изоляции не был покинутостью, он был освящением. Каждая пролитая нами слеза, каждая ночь, проведенная в борьбе, каждая дверь, закрывшаяся перед нами, была формируя фундамент, на котором Ты теперь строишь нечто вечное. Вы не воспитываете слабых выживших, а божественные воины. Вы не ищете полированный экстерьер, нас дали сердце, и поэтому прямо сейчас, в полной капитуляции, мы призываем Тебя изменить все изнутри наружу, разрушь каждый обман, который мы называли правдой. Искорени все ложные убеждения, которые мешали нам быть маленькими. Разрушь все ментальные твердыни, заставлявшие нас сомневаться в том, что мы действительно избраны. Восстанови нашу идентичность, Отец, не потому, что сказали другие, не потому, что мы потеряли, не потому, чего мы боялись, а потому, что Ты рукоположил, ибо Слово Твое говорит в Иеремии 1:5: «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я отделил тебя. Ты создал нас не случайно. Ты создал нас с помощью назначения, Ты дал нам дыхание не просто так. Пусть эта причина теперь выйдет на поверхность. Пусть цель пронзит смятение. Пусть ясность заглушит хаос. Пусть радость вернется туда, где усталость пыталась поселиться. Пусть святость станет нашим стандартом, а не исключением. Пусть наши голоса будут созвучны языку небес. Пусть наши шаги будут ведомы божественной стратегией, а не мирским давлением. Мы даем Тебе разрешение. Да, Господь, позволь, чтобы удалить то, что больше не соответствует нашему призванию. Разрушь все нечестивые союзы. Заставь замолчать всякий лживый язык. Избавь нас от того, что делает нас нечувствительными к Твоему присутствию, и пробуди нас снова к правде. Отче, мы признаем, что обещанная Тобой награда не хрупка. Она не основана на эмоциях. Это не временное богатство или мимолетные аплодисменты. То, что Ты обещал, вечный. Его невозможно потерять на фондовом рынке. Его невозможно украсть руками человека. И поэтому мы выбираем сейчас строить на прочной скале. Ибо Ты сказал в Матфея 7:24: «Всякого, слушающего слова мои сии и исполняющего их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Господи, сделай нам этот дом».
Мы здесь не для мимолетного комфорта. Мы здесь для зов королевства «Используй нас», Отец, не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы влиять на жизнь и сделай нас орудиями спасения для поколения, тонущего в смятении. Пусть наше свидетельство носит огонь. Пусть наше исцеление прольется в семьи. Пусть наше послушание зажжет искру пробуждения. Мы не просто хотим быть благословенными, мы хотим быть использовал. И поэтому сегодня мы заявляем, это наш поворотный момент. Здесь начинается трансформация. Здесь восстанавливается идентичность, закладываются основы и открываются перспективы будущего. Мы заявляем, что у внутренней войны есть победитель, и это Христос в нас, упование славы. Во имя могущественного, непоколебимого Иисуса, того, кто восстанавливает из руин, того, кто завершает начатое, мы говорим «Аминь», и да будет так. Вы услышали Слово. Вы столкнулись с истиной. Вы прошли через откровение, исправление, обетование и огонь. Теперь настал момент, когда вы должны сделать шаг вперед, не с пассивностью, не с колебанием, но с полной отдачей жить половинчато, значит грабить себя, живя в промедлении, разделившись в сердце, пытаясь служить двум господам, это обходится вам дороже, чем вы думаете, благословения, которые были предназначены для вас сейчас, молчали, потому что компромисс заглушил ваше «да». Бог здесь не для того, чтобы напугать вас. Он здесь не для того, чтобы поработить вас. Он здесь не для того, чтобы лишить вас радости или желания. Он здесь для того, чтобы возвысить тебя, поднять вас над туманом смятения, над скудостью цели, над муками страха и нестабильностью жизни, движимой эмоциями. Но вы не сможете подняться, если все еще несете вчерашнее соглашение. Понимаете, то, что грядет, слишком велико, чтобы обременять себя старым багажом. Бог не требует совершенства. Он требует владения, ему нужно твое сердце не для контроля, а для выравнивания. Он хочет, чтобы ваше доверие не господствовало над вами, а приведут вас к богатству, миру и ясности. Уровень, на который вас приглашают, требует полной отдачи, ни частичного «да», ни периодического послушания, ни обусловленной веры, полная капитуляция. Это значит отсечь то, что больше не соответствует вашему призванию. Это значит заглушить голоса, которые мешают вам расти. Это значит очистить свой дом ментально и духовно до тех пор, пока не останется места для равнодушия. И да, это тяжело. Да, это может стоить вам отношений. Да, это потребует перемен. Но с другой стороны, вы приобретете славу, вы обретаете душевную стабильность. Вы обретаете мудрость для своих решений. Вы получаете поддержку из неожиданных источников. Вы получаете доступ к божественной поток, где ваши собственные усилия когда-то потерпели неудачу. Возлюбленные мои, Господь формирует вас сейчас, потому что Он любит тебя слишком сильно, чтобы оставить тебя в том же месте, где Он видел циклы. Он видел, как ты выживал, когда тебе было суждено процветать. Он видел, как ты отвлекался, забывая о своих убеждениях, довольствуясь комфортом вместо конфронтации. Но теперь гончар снова прикладывает руки к твоей глине. Теперь он говорит: «Позволь мне переделать тебя. Позвольте мне сформировать вас не по ранам, которые вы получили, но по личность, которую я вложил в тебя еще до того, как мир узнал твое имя». Вы услышали правду. Вы почувствовали притяжение. Вас пробудили места, которые годами были безмолвны. Это не просто эмоции, это Святой Дух пробуждает ту часть тебя, которую мир пытался похоронить. Это древняя искра судьбы, поднимающаяся на поверхность. Не игнорируй ее. Не подавляй ее. Не откладывай снова. Поэтому я прошу вас со всей любовью и настойчивостью, которую небеса вложили в мой голос, что вы теперь будете делать? Останетесь ли вы неизменными, воспринимая это послание как развлечение?
Или же вы запечатаете его в своем сердце, будете действовать в соответствии с ним и позволите ему стать вашей поворотной точкой. Вам придется решить, и принимая решение, вы определяете свое будущее. Если это слово затронуло вас, если вы почувствовали шепот Бога в своей душе, если вы знаете, что достигли предела своих возможностей и готовы к следующему уровню, я хочу, чтобы вы прокомментируете прямо сейчас, не ждите. Не раздумывайте слишком долго. Произнесите это в атмосферу и в согласии с небесами. Напишите «Я сдаюсь», «Я выбираю трансформацию» или просто «Аминь». Ваш комментарий не для привлечения внимания, он для выравнивания, это ваша пророческая печать. Ваше духовное согласие с голосом Бога, который встретил вас сегодня. И если вы еще этого не сделали, подписаться не только для большего контента, но и потому, что это больше, чем просто видео, это божественная последовательность, это путешествие, и каждое послание дополняет предыдущее. Бог вкладывает свое слово в вашу жизнь, одно откровение за другим. И когда вы подписываетесь, вы говорите небесам: «Я хочу оставаться в гармонии. Я хочу расти». Нажмите кнопку «Подписаться», и пусть каждое новое слово продолжит формировать ваш прорыв. Мы здесь строим нечто вечное. Мы не просто слушатели, мы воины, корабли и жнецы, мы становимся теми людьми, о которых говорилось в пророчестве. Теми, кто не просто говорит о пробуждении, мы живи этим, кто не выживает молча, тот восстает смело, это наше время. Это наш час. Итак, благословляю тебя на твоем пути. Да будешь ты идти с дерзновением своего призвания. Пусть твой сон восстановится, разум прояснится, финансы наладятся, а отношения будут восстановлены. Пусть каждый ложный голос умолкнет, каждая трещина будет заделана, и каждый грядущий день будет отмечен ясностью и уверенностью в Боге. И когда сомнение снова попытается прошептать «вернитесь сюда», прислушайтесь еще раз. Пусть Слово Божье перестроит ваше сердце. Потому что это не единичный момент, это встреча на всю жизнь, такое, которое найдет отражение в ваших решениях, в вашей семье, в вашем будущем. Следующая часть вашей истории начинается сейчас, а на следующем занятии мы еще глубже рассмотрим, как поддерживать атмосферу благословения, не просто получить чудо, но и живут в постоянном переполнении. А пока ходите в силе, говорите с верой, живите в святости. Вы уже не прежние. Вы приняли решение. И теперь все меняется.